One, two, three, ho! Ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Гако 19. Блин, этот хо никогда не устареет. Джеррис Джонсон, ladies and gentlemen, у нас на канале с треком The Story of Our Lives. И блин, как же я счастлив, как маленькая девочка под рождественской елкой. Так, увидевшая подарок под рождественской елкой, ну ладно, не суть. Тречок попал к нам на канал, будучи победителем нашего пятничного голосования. От меня отдельное огромное спасибо всем моим бустибро, которые проголосовали именно за этот трек. Конкуренция была, в принципе, жесткой, на мой взгляд, должна была быть, по крайней мере, с учетом того, какие артисты были в списке, хотя у нас практически каждое пятничное голосование так проходит. И да, Джеррис Джонсон, один из моих любимых артистов современности, свежий чувак, который уже был на канале. Если вы пропустили реакты с ним, советую чекнуть. И это новиночка, и Джеррис выпустил альбом, то есть это тречок с мьюзик-видео из альбома, который вышел после того, как он уже дропнул полный альбом, что, опять же, немножко вырезается из стандартов последних времен, скажем так. Посмотрим, что нам Джеррис приготовил на этот раз. Я уверен, что мои бусти-бро не просто так проголосовали за этого артиста для того, чтобы подсластить пилюлю мне, да, зная, что я по нему тащусь. И трек просто был фаворитом среди остальных работ, поэтому нас ждет пушечка. Мало того, что это Джеррис, так это еще и победитель пятничного голосования, то есть стопудовая гарантия на то, что нас ждет бенгер. Погнали! Синт охрененно звучит. Блин, мелодия очень красивая. Блин, Джеррис набил бы мне хлебало за то, что я это говорю. Скорее всего. Но тречок местами, мотивом напоминает Barbie Girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Ну, просто немножко похожие конструкции в основной мелодии есть, но в целом это нет. Но в любом случае мелодия какая-то знакомая. Может, это опять же что-то перепетое со стороны Джонсона, как это в прошлый раз у нас было, о чем я не в курсе был просто. В любом случае, вариант Джерриса у меня в фаворитах 100 пудов. И, блин, мелодия на гитарке и сам припев, они настолько уникальны в своей ощущаемости во время прослушивания. То есть тебе кажется, что вот сейчас будет что-то предсказуемое, что-то знакомое, и с разницей в 1-2 ноты мелодия превращается во что-то совершенно другое, и это пипец как круто. То есть у тебя трек вызывает у тебя и ощущение ностальгии, и ощущение чего-то знакомого, и своего, да, вот максимально комфортное такое внутреннее состояние появляется во время прослушивания. И в то же время есть какой-то excitement, да, вот это вдохновение на то, что в любом случае тебя ждет что-то непредсказуемое и необычное, что тебя очень приятно удивит. Это, блин, это сложно, и это очень круто. Блин, я с трека Ode to the Rock, Ode to the Metal от Джерриса, я ждал, когда же он начнет опять рэпить-то в своих тречках. И вот он настал тот день, когда он вновь
у него очень круто получается, и он очень классно сочетает рэп с рок-музыкой. И это, блин, не рэп-кор, это что-то другое, это что-то реально свежее. Припев, кстати, с эмоцией. Я много говорю, да, я знаю. Припев имеет такую прикольную эмоцию, она вроде какая-то мелодичная, ностальгическая такая атмосферка, да, такая теплая, романтическая, и в то же время присутствует какая-то жесткая агрессия, которая создает очень мощный контраст, и все прям охрененно звучит. Это охрененно. Трек разносит тебя просто. Охрененный брейк был. Такой синематический, да, кинематографичный. Это тупо, да, на русском кинематографично говорить про звучание, хотя все равно говорят. Так что, я думаю, вы поняли, да? Cinematic breakdown. Это было что-то новое. Я никогда такого не слышал, вот честно. Ну, возможно, у меня просто слишком предвзятое положительное мнение с учетом моего отношения к артисту, но я реально не слышал такого cinematic брейкдауна нигде, даже в жанрах, где, в принципе, должно было быть как-то ожидаемо, допустим, power metal, почему нет, звучит все что угодно, но, блин, не то, что прозвучало сейчас, это было прям реально очень круто. И даже Scream прозвучал уникально. Джерри становится все более и более неповторимым, и это просто не может не радовать, особенно если ты уже зафанател по этому артисту. Это алмаз неграненный, принц Абубу. Блин, этот синт. Он убивает просто. Брейк и соло. Чуваку просто плевать на все правила. Это твой дракоша был? Ну,
Да, графончик оставляет желать лучшего, но хрен с ним. По дизайну, кстати, дракоша был прикольный. У меня пунктик на реалистичных драконов, и в основном в плохом смысле. То есть, когда пытаются реализовать драконов, которые могли бы существовать, и они их показывают какими-то уродливыми, просто мутировавшими ящерицами, что просто выбешивает. Но, блин, этот по стилистике был прикольный. Ну ладно, мы сейчас не о драконах, правильно? Хотя это очень круто, что в коллипце с Джеррисом, который позиционирует себя как какой-то античный рыцарь, есть дракон. Это прям актуальненько. Что я могу сказать? Это охрененно. Я боюсь перехвалить, поэтому просто больше никак не буду комментировать трек. Все, что можно было сказать про него, я уже сказал в процессе. И вы можете написать свое мнение в комментариях, согласны ли вы со мной или нет. И написать свое мнение, как вам понравился тречок, нет. Это... Блин, Джеррис в очередной раз просто плюет на все каноны индустрии, показывая, что трек не должен иметь какую-то канонность для того, чтобы звучать хайпово и для того, чтобы мотив качал тебя и разрывал во время прослушивания, что и произошло со мной. Это охрененная работа, и опять же, я не хочу перехваливать, что вполне вероятно с учетом моего отношения к артисту, но думаю, я достаточно объективен. Это реально очень круто. Брейк, и потом еще и соло, которое перетекло в припев, это, это реально оригинально, это круто. И рэпчик звучал очень необычно и мега мощно в обоих куплетах, смешивая столько стилей в рэпе в том числе, не учитывая тот факт, что уже столько стилей было смешано в самом треке, как в... знаете, песни рок-формата, это... Чувак, ты гений. Я запрыгну в текст, потому что были моменты, которые я упустил, и у меня не сложилась какая-то общая картина, но я думаю, что тут что-то глубокое. И по клипу, блин, мне очень сильно понравилась сюжетка. Это типа борьба с каким-то демоном, и я думаю, Джеррис начинает уже, наконец, свою мистическую историю рыцаря, который проходит через те или иные испытания для того, чтобы достичь какого-то пика. И мы вместе с вами будем открывать эту прекрасную историю. Просто мнение, я ничего не знаю, возможно, я ошибаюсь. Я в текст. Блин, я тебя убью нахрен. Это... гениальная работа во всех аспектах. Текст охренительнейший просто. Быстренько пройдемся по смысловой нагрузке куплетов. Тут он рассказывает про то, как он считает уже, наконец, уверенно себя воином, который будет переть до конца, потому что у него есть дохрена энергии, и ничто его не сможет остановить. Он никогда не подписывался ни под какие правила и был рожден для того, чтобы ломать стены, и так он и делает. И припев — это такая красотища. This is the story of our lives, to live forever is to die. Я услышал это, но я был не уверен, потому что, это слишком странно показалось в контексте самого трека, но, я правильно все услышал. To live forever is to die. Но я не понял смысл, когда я это слушал. А сейчас такая картина сложилась. Это история нашей жизни. Жить вечно значит умереть. То есть нету вечной жизни, и жизнь каждого из нас когда-нибудь заканчивается. Будет это в 40, будет это в 60, будет это в 90, будет это в 120 лет. В любом случае мы все умираем. Те, кто живут вечно, они уже мертвы. Великие поэты, художники, ученые и так далее. Понимаете, да? And all we know is all we leave behind. Все, что мы знаем, это все, что мы оставляем позади. Ты не можешь знать чего-то, если оно еще не пришло в твою жизнь, правильно? А все, что уже пришло, оно уже в прошлом, потому что настоящее мимолетно. Ты не можешь сказать «сейчас» и относиться к этому «сейчас» больше нескольких мгновений, что обычно считается в секундах. Вы поняли, о чем я, да? И
So if the world is spinning, it's only just beginning. И если мир все еще крутится, то это всего лишь начало. Тут говорится о том, что каждый день — это шанс для того, чтобы ты что-то сделал. Каждый миг, который ты живешь, дан тебе для того, чтобы ты его использовал. Если ты его не используешь, это твои проблемы или твой выбор. Но в любом случае, не взирая на все, что происходит в твоей жизни, если мир все еще крутится, значит, ты каждый раз, понимая, что ты еще жив, можешь начать что-то новое. Ну, понимаете, о чем я? Блин, в тексте это так гениально звучит, когда хочешь перевести глубину этого смысла, это все получается так глупо. Надеюсь, вы понимаете. И это реально круто. У меня целая татуха на весь грудак относительно вот этого смысла. Обалденно. Если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. Оформляя одну из ежемесячных подписок на моем Boosty, вам будет предоставлена возможность тем или иным способом влиять на материал, выходящий на канале в зависимости от уровня подписки, и вне зависимости от какого-либо уровня у вас будет возможность общаться с моими остальными Boosty Bro в приватном, комфортном, уютном, охрененном чатике в нашем Дискорде с офигенной атмосферой, где я тоже частенько зависаю. Не так часто, как хотелось бы, но все-таки. Не забывайте про мой инстаграм, про мой тикток, просто напоминаю, это не просьба и не намек. И да, не забудьте поблагодарить моих Boosty Bro в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. От меня еще раз огромное, жирнющее спасибо всем, кто проголосовал за эту работу. И увидимся снова в следующем арти-ролике.